Друзья, дорогие зрители, здравствуйте! Я рада вас видеть в моем чудесном саду, саду чудес, правильнее сказать. И вы не ошиблись, да, я в пижаме, потому что мы говорим о снах. Вместе с вами, вместе с картами говорим о снах. Первое. Если вам навязчиво, долго или часто, просто регулярно снится один и тот же человек, будьте уверены, почти наверняка вы снитесь ему. Представляете? Вот такое правило есть. Но а что делать с тем, кому снится, например, как мне, Филипп Киркоров? Тут, наверное, это правило не подойдет. Здесь работает какое-то другое. Ну, а вообще, если серьезно, люди, специалисты, занимающиеся снами, говорят, что чаще всего нам снятся люди, которым мы, внимание, завидуем, на месте которых мы хотим оказаться. И вот тогда, ну что ж, мои сны с Киркоровым вполне объяснимо, правда? Я бы точно не отказалась быть звездой эстрады, ну или просто любой другой звездой. А гадание мое для вас сегодня называется «Кому вы снитесь?». Кому вы снитесь? Интересно вам узнать, интересно догадаться, приоткрыть завесу тайны? Ну, я боюсь, что у многих женщин и девочек сейчас родился сразу ответ «никому». Никому я не снюсь. Ну, девушки склонны себя недооценивать. Однако я с вами поспорю. По мнению, некой такой, скажем, романтической социологии, такой не существует, но это некий такой вот собирательный образ. Так вот, любая женщина на протяжении жизни успевает произвести вообще неизгладимое впечатление и ранить в сердце категорически 5 или 6 мужчин. Это минимум 5 или 6. Это то, что вот так размазанно распространяется на всех женщин. Вот. Я думаю, что, естественно, у многих получается и разбить сердца оптом, разбивать сердца оптом. Это, опять же, про тех же звезд. Поэтому я могу предположить, что сколько бы вам ни было лет, 5 или 6 мужчин наверняка где-то в тайне, близко или далеко, может быть, не очень в тайне, оплакивают, что они не с вами, мечтают о вас. Кто-то не может признаться даже самому себе, тем более, что не может признаться вам. Поэтому кому-то вы обязательно снитесь, поверьте. Другое дело, что сны эти могут быть разными. И кого-то такой сон подвигнет на действие, на подвиги. Да? Вот какому-то мальчику, мы предположим, неважно, мальчику 25 или 52, какого-то мальчика эти сны с вашим участием разозлят. Он скажет: да что же такое, мне надоело смотреть одно и то же. И он тогда вам напишет, позвонит, пригласит вас на свидание, по крайней мере, захочет свои сны как-то увидеть в реальности, в реальной жизни. Кто-то не захочет, кто-то, наоборот, отмахнется, утром встанет и скажет: куда ночь, туда и сон. И мы сегодня с картами как раз хотим, наверное, с этим разобраться. «Кому вы снитесь» называется мое гадание. Кому вы снитесь? Вот подумайте сейчас, интуицию женскую свою включите, что она вам подсказывает. Есть такой герой, кого-то вы в этом подозреваете, кого-то подозреваете в том, что можете являться к этому человеку во сне. И скажу тогда, что почти наверняка это тот, кто снится вам, но не обязательно, естественно. Вы можете от чувств и даже от чувства какого-то героя абсолютно не догадываться, и можете не знать о том, что кто-то проявляет к вам внимание или даже следит за вашей жизнью. Вот мы в такое время живем, когда за нами очень легко следить. Все следят, да, все смотрят посты или посты
в Инстаграме, в Телеграме, оценивает ваши статусы в каких-то мессенджерах. Да, сейчас люди друг за другом следят. Но я без конца отвлекаюсь, наверное, меня к этому располагает вот эта вот редкая, замечательная, волшебная погода, которая, наконец-то, я надеюсь, что установилась. У меня в руках, вы заметили, абсолютная классика Таро. И эти картиночки, вот всем известны, да, впечатались буквально куда-то вот к нам в подсознание, всем, кто хоть немного смотрит гадание, потому что это самая колода Уайта, самая массовая и кассовая, самая популярная и простая, наверное, в прочтении. Хотя тут, конечно, могут быть разные вкусы. Да, но я еще принесла с собой вот такой вот цыганский оракул, совсем вот простые карты, но простые по техническому исполнению. На самом деле они не простые, позже скажу почему, для меня. Итак, гадание будет, как всегда, в 3 вариантах. Да, потому что я все-таки исхожу из того, что не может быть одного сценария для всех зрителей, для всех зрительниц, для всей аудитории. Вы знаете, да, что все мои гадания, даже если это видео в одном варианте выходит, то потом вслед выходит еще 2 таких же с аналогичным названием, это как бы 2 следующих варианта. Я делю такие видео именно технические, чтобы одно кино не было слишком длинным. Это все правилами Ютуба, коммерческими соображениями объясняется, поэтому я думаю, что мои постоянные зрители всю эту арифметику давно вычислили и знают. Поэтому 3 варианта, колода одна и та же. Просто подумайте, 3 цифры сейчас проанализируйте, вот какая вам нравится, 1, 2 или 3. И скажите так, мой вариант будет первый, мой вариант будет второй, мой вариант будет третий. Карты одни и те же. Ох, плохо, что злодейка переворачивается. Да, сразу такое подозрение, что искомому герою снитесь не вы, а кто-то другой. Но не будем. Может, так будет, а может быть и нет. Не будем о плохом заранее. А мне вот интересно, задаю вопрос ревнивым женщинам. Потому что мне самой эта опция неведома совершенно почему-то. Почему? Гороскоп такой достался. Задаю вопрос ревнивым женщинам. Вот вы, понятно, что если ваш мужчина, муж, жених встречается с другой женщиной, вы ревнуете. Это классика жанра, это оправдано, понятно, нет вопросов. А вот если вы узнаете, что ваш муж, например, конечно, вам не изменяет и не приглашает никого на свидание, подарки никому не дарит. Но, например, снится ему другая женщина. Во сне он чужое имя произносит. Вот это повод для ревности или нет? Я подозреваю, что это повод. И даже для большей какой-то ревности. Но вам виднее. Гадание. Итак, первый вариант. Давайте так, все. Начинается первый вариант гадания. Для первого варианта. Кому вы снитесь? Первая карта это все будет портрет героя, чтобы вы догадались, кому вы снитесь. И что это за сны, может быть. Тут карты сами решат, что рассказать. Первая карта для первого варианта. О, это прям портрет, смотрите. Король мечей. Поздравляю. Снитесь вы вашему начальнику. Король мечей – это действительно образ, портрет начальника в колоде Таро. В любом случае, это человек, которому вы не можете отказать, нет, это грубо звучит, с которым вы не можете спорить, с которым лучше не ссориться, которому лучше не сопротивляться, в социальных отношениях имеется в виду, не в личных, естественно. Поэтому проще всего здесь представить вашего начальника, да, потому что перед начальником вы себя хорошо ведете, исполняете его распоряжения, особо не спорите, и вообще такой правильный образ добросовестного работника исполняете. Кроме непосредственного начальника на работе, эта карта еще вызывает в сознании образ какого-то проверяющего инспектора, например.
налоговый инспектор, который сейчас у вас проводит проверку, например, или проводил недавно, вот на него вы произвели такое впечатление, что он буквально с вашим образом засыпает и просыпается. Это может быть инспектор ДПС, который недавно вас остановил или даже оштрафовал, ну или пожалел, неважно. Это может быть любой какой-то ревизор, который проверял вашу компанию или фирму. Это может быть врач в каком-то смысле, потому что врача мы тоже как бы условно должны слушаться. Это может быть врач, от стоматолога до хирурга, который тоже вашей волей или вашим выбором как-то распоряжается или распоряжался. Поэтому посмотрите, такой, в любом случае, это человек, наделенный властью или облеченный властью относительно вас. Кстати, по поводу начальников, инспекторов вспомнил такой эпизод. Я когда-то, давно-давно, мне было 20 лет, я молода была, стройна, легка и грациозна еще тогда. И вот я сдавала на права. Расскажу вам такую байку, историю. И не сдала вождение с первого раза. Не сдала вождение, не поняла, почему не сдала. И пошла, когда сдавать второй раз, каким-то образом, а может так и положено, опять у меня был тот же самый сотрудник вот этой службы. ГАИ это тогда называлось. Опять он проверял, и второй раз он мне поставил этот зачет по вождению и сказал: а я вам в первый раз не поставил зачет только потому, что хотел еще раз вас увидеть. Представляете? Вот так вот. Может быть, я ему тоже тогда снилась. Бог с ним. Вы поняли, да? Вот такой вот герой. Кроме того, король мечей – это еще и мужчина воздушной масти, то есть мужчина-близнецы, весы или водолей. Напомню всем, кстати, что эти мужчины самые интересные. И мы сейчас переживаем целую эру, не знаю, сколько она продлится, но, наверное, очень долго, потому что это большой кусок прям человеческой цивилизации. Сейчас в цене и вообще управляют миром именно... Ой, я почему-то кричу так. Боюсь, что ветер, да, ветра нет никакого. Я перекрикиваю воображаемый ветер. Вот. Сейчас мы переживаем время очень благоприятное для воздушных людей. Сейчас какая-то потребность везде и во всем именно в воздушных людях, потому что это интеллектуально, это такая ментальный кусок жизни, цивилизации, человечества. И так и будет ровно до тех пор, пока цивилизация человеческая не деградирует, пока из-за каких-то разрушений стихийных или искусственных не погибнет наша цивилизация, не начнется вот такой вот явный регресс. Мы сейчас предельно близки, кстати, к этому моменту, чтобы откинуть себя. Вы понимаете, да, куда? Очень далеко. А сейчас востребованы люди с сильными мозгами, и это в основном именно воздушные люди, близнецы, весы и водолеи. Поэтому я говорю, что, в общем, хорошо. Вспомните сейчас, кто из ваших знакомых, близких или не очень носитель вот такого вот воздушного знака. Кроме того, это король мечей, это может быть и не обязательно ваш начальник. Начальник просто сам по себе мужчина, который занимает какое-то начальственное положение, военный, кстати, иногда. Король мечей – это военный, офицер с офицерским званием, может быть. То есть он для вас-то не начальник, но для другие его слушаются, не могут ему противоречить, как-то противостоять. Что еще про этого героя? Нам нужна конкретика, детали. Еще одна карта. Ого, это прям как-то грозно. Пятерка мечей. Смотрите, одни мечи пошли. Чувствуете, как давлеет, как давит на нас воздушная масть? Да? Мечи – это воздух. То есть чувствуется, что речь идет про какого-то умного человека, про слова. Потому что ощутить ментальность,
можно человека только через диалоги или через монологи, когда он высказывается. Пятерка мечей очень ссорная карта, неприятная. Она говорит, что вы снитесь человеку, с которым, возможно, у вас вот прям буквально сейчас конфликт какой-то. Мужчина ощущает себя выставленным за дверь в каком-то смысле. Может быть, думает, что вы другого предпочли или других. Променяли внимание одного, нет, променяли это известное, популярное выражение, по-моему, это перевод с французского, променяли не внимание одного на внимание многих. Одного это его, значит. То есть мужчина, который чем-то возмущен, обижен, услышал какую-то критику от вас, не обязательно, причем реальную, вот эту воображаемую, ему показалось, что вы его критиковали. Вот. А может быть, и действительно дурные слова были. Плохое поведение этот человек к вам сам демонстрировал. Ну, что-то сказал вам неприятное. Такое, что вам тоже запомнилось. Наговорил вам гадости, а может быть и наделал, но при этом сам так не думает или раскаивается. И вот теперь в снах, в своих сновидениях бесконечно просит у вас прощения. Или ситуация конфликтная связана не с вами двоими, то есть не в вашей паре, не между вами двоими произошла, а это плохая история с участием третьих лиц. То есть он с кем-то поругался из-за вас, потому что заступался, например, начальник, да, мог за вас заступиться перед начальницей кадровой службы или перед главным бухгалтером, когда вам начисляли какую-то премию, или скорее не начисляли. Вот. Это может быть человек, про которого много плохого говорят. Может быть, кто-то сильно ругает его характер или его поступки. То есть портрет такой очень спорный или даже ссорный портрет человека. Третья карта в этой категории. Королева Пентаклей. Вообще королева Пентаклей – это карта жены в колоде Таро. Мы именно из этого будем исходить. Это женский портрет. Действительно, это портрет жены в колоде Таро. Поэтому первое, что напрашивается, этот мужчина просто женатый, плохие новости. Ну что ж, мы его не осуждаем, мы его оправдываем. Да, наверное, ему невозможно 20 лет жить с одной женщиной и видеть ее каждый день, и видеть ее еще и во сне. Наверное, долго женатым мужчинам в снах приходят другие красотки, звезды голливудские, ну или реальные соседки или коллеги. Вот. Претензий мы никаких тут не имеем. Да, возможно, этот человек просто женатый. Рядом с ним есть женщина, официальная жена, или женщина, которая исполняет эту роль. Надо понимать, что с точки зрения карт и звезд, вот это слово «жена» обозначает, это не совсем то, что в общегражданском смысле. Жена – это женщина с правами требования скорее. И здесь штамп в паспорте ни при чем. Жена – это женщина, которая, например, может от него требовать деньги, которые он что-то должен. Кстати, под это описание очень подходит бывшая жена. Бывшая жена, если у нее остаются основания для материальных требований, увы, для карт остается женой. Ну и вообще с энергетической точки зрения она остается королевой Пентаклей. Это бывшая жена, например, если есть ребенок в такой семье, и мужчина, будучи уже вне брака, этого ребенка содержит, то есть эта женщина вправе ударить кулаком по столу в любой момент и потребовать от него деньги, любую сумму, да, потому что ребенка там неизвестно, что ребенку надо. Дети разные бывают, кому-то и Мазерати надо срочно купить на окончание школы. Вот, то есть какая-то женская фигура присутствует, она не кажется мне здесь соперницей, злодейкой для вас, соперницей, которая пересекает вам дорогу, которую надо бояться. Но, тем не менее, она есть. В общем, в целом, пока я вижу такой портрет. Вы снитесь вашему женатому боссу, который недавно вас поругал. Подходит это?
вам? Я думаю, что многим подходит, потому что начальник, как правило, и это объяснимо, в силу объективных каких-то причин, это желаемый персонаж, это какой-то желаемый кусок, да? Кто бы отказался от романа с начальником? Это все-таки и карьерные перспективы, возможности. Потом начальники, как правило, все-таки богатые, то есть на подарки можно рассчитывать. По-моему, все это неплохо. Но продолжаем. Продолжаем еще немного, чтобы вы поточнее определились. Кстати, человек, получается, не обязательно старше вас по возрасту, не обязательно, но почти обязательно старше вас по статусу. То есть он больше может, или больше знает, или больше значит, как по своему положению в обществе. То есть какая-то статусность, вот такая у него есть. Тема мечей продолжается. 7 мечей – это интрига, это тайна, это выходы из положения, это разные запутанности. И еще это карта неискренности. Поэтому подумайте, это человек, который с вами явно неискренний. Поэтому о том, что вы снитесь именно ему, почти наверняка вы не знаете, понятия об этом не имеете. Потому что никогда ни сном, ни духом он этого не выдал, всячески скрывает и ищет какие-то обходные пути для выхода своих эмоций и своих чувств к вам. Возможно, даже на людях плохо себя ведет. Например, возьмем того же начальника, ругает вас или именно вам отказывает в премии, да? Именно вас не хочет заметить и как-то поощрить. Потому что такая хитрость, чтобы на него не подумали, чтобы не заподозрили, что он помогает своим. И эта карта вообще определяет такую запутанность эмоций, переживаний и запутанность планов у любого человека. То есть мы видим перед нами героя, который запутался, и, возможно, ему приходится быть даже неискренним с собой, просто потому что он не видит выхода для своей какой-то истории. Потому что вроде бы он официально предложить вам себя в пару не может. Потому что есть какая-то другая женщина. Потому что не только есть другая женщина, потому что вообще набор внешних обстоятельств не способствует тому, чтобы он открылся, был открытым с вами, чтобы он как-то демонстрировал свои чувства, мысли, рассказал вам, что вы ему снитесь, да, то есть природа не располагает к этому. Я хочу здесь достать одну карту. Еще, может быть, это финал, какой итог, да? Узнаете ли вы когда-нибудь как-то, что снитесь или снились этому человеку? Хорошая, гармоничная история, хотя, может быть, и не перспективная пока. Вряд ли. Снова мечи, видите, 9 мечей. Что? Наш герой страдает. Не знаю, как-то вам это помогает определить его личность, догадаться. Но он прям страдает и очень много боится. И впереди все то же самое, будет бояться. Нет, 9 мечей говорит, что этот человек также в тайне внутри себя будет переживать свои чувства к вам. Насколько карты видят, он не наберется смелости, чтобы в этом признаться, не то что вам, да самому себе даже. То есть так и будет смотреть цветные или черно-белые сны с вашим участием, долго или коротко, неизвестно. Но, вы знаете, 9 мечей, ведь чем она плоха в таких прогностических раскладах? Она очень пассивная. Человек под 9 мечей ни на что не решается, потому что жутко боится. Да, страхи напрасные. Да, мы понимаем, вы понимаете, что ему бы за это ничего не было. Никто бы его за это не съел, если бы он обнаружил свой интерес к вам. Наяву, а не во сне. Потому что во сне-то он его обнаруживает явно.
Вот. Но он об этом не знает, может быть, не узнает никогда. Что вам делать? Естественно, нужны советы. Вот если вы сейчас очень четко догадались, о каком из ваших начальников или там знакомых идет речь, естественно, напрашивается, что надо совет, да, что вам делать. Ну, я не знаю. Мне кажется, что здесь выход может найти только какая-то очень проницательная и очень мудрая девушка и женщина, которая умеет обращаться вот с такими, работать с такими запущенными случаями. Здесь все запутано, здесь все страшно, здесь все обидно человеку. Ну, а вы, значит, должны занять какую-то противоположную позицию. А вы должны быть понятными. Вы должны все для себя очень великодушно объяснять. Вы должны быть лояльными, вы должны быть по-матерински добрыми. Тогда, может быть, вот вам удастся этот лед растопить, и что-то из этих снов, из этих фантазий вы узнаете, или что-то из этого получится. Пока я не вижу, чтобы он сам решил. Поэтому что мы по нему решаем? Какой вердикт наш? Мучается человек, страдает. Сны, видно, не веселые ему снятся с вашим участием. Ну, пусть мучается, да? Пусть себя спасает сам. Пусть пострадает еще, поплачет. Теперь гадание для тех, кто выбрал второй вариант. Напомню, что мы задаем картам вопрос, кому вы снитесь. Мы предполагаем, что вы снитесь многим людям, ну, как минимум нескольким. Но сейчас определяем одного героя, которому вы являетесь в сновидениях чаще других, так скажем. Несколько карт я достану вам и посмотрим, будет ли здесь портрет нашего героя, какие-то поясняющие факты про его страдания. Вы же хотите, чтобы он страдал наверняка. Итак, первая карта для второго варианта. Ну что ж, это очень хорошо. Карта портретная, фигурная. Паж жезлов вам достается. Паж жезлов описывает достаточно молодого человека. Так уж повелось, что в колоде Таро пажи – это молодые люди. Молодой человек, в первую очередь, по возрасту, то есть ему мало лет. Ну, молодой ли он сам по себе, или молодой относительно вас. Здесь возможны варианты. А может быть, он по паспорту не такой уж и юный, но молод душой. То есть паж жезлов – это человек либо молодой, либо новый для вас, новый знакомый, который увидел вас недавно, познакомился с вами недавно, и вы на него произвели вот такое вот неизгладимое впечатление. Его впечатление о вас очень, ну, я бы сказала, яркое, горячее, потому что паж жезлов – это огненный герой, персонаж. То есть у него свежее впечатление о вас. Может быть, первый, может быть, даже вы встретились единожды. У мужчин так бывает. Он может один раз встретить девушку и впечатлиться настолько, что образ ее потом долго-долго его не покидает. Вот, впечатления очень свежие, очень страстные, и сны, скорее всего, страстные, и такие какие-то новые. То есть этот человек переживает эмоции, прежде не свойственные ему, прежде которых у него не было. И паж жезлов может описывать даже первую влюбленность. То есть, возможно, вы снитесь человеку, для которого вы первая любовь. Вот что я хочу сказать. Может быть, вы не так давно познакомились, может быть, как раз были знакомы-то давно, но вы были для него первой любовью. Он впервые какие-то чувства, какие-то эмоции, какие-то впечатления пережил именно связанные с вами. Кроме того, здесь есть привязка к масти, и это жезлы. Поэтому больше у нас попадают под подозрение огненные герои. Мужчина овны, мужчина львы и стрельцы. Мне кажется, что
они больше других склонны вот именно впечатляться, быстрее влюбляться с первого взгляда. И у них, наверное, сны самые решительные, вот, и красочные. Поэтому достаточно молодой или новый человек, или человек, который новые для себя эмоции пережил в связи с вами, новые впечатления. И сам он такой какой-то достаточно решительный, подвижный, возможно, принадлежит к огненной масти. Ну что ж, начало хорошее, по-моему, по этому описанию, по этому портрету можно кого-то выделить и о ком-то догадаться. Дальше вторая карта для второго варианта. Штрихи к портрету. Ой, кстати, портретная живопись – это моя слабость, моя хрустальная мечта, которая все время откладывается все дальше и дальше. Жизнь в связи с жизнью, с моей. Это создать портретную галерею. Я без ложной скромности скажу, что с самого детства отличалась этим даром. Писать удивительно точные портреты. Надеюсь, скорее, как можно скорее возродить, вернуться, так сказать, к пути истинному. Вторая карта для вас. Король мечей. Ну что ж, король мечей снова это фигурная портретная карта, которая описывает мужчину очень решительного и по отношению к вам достаточно властного. А портрет этот, ну, если не противоречит первому, да, вот если первое, что мы сказали, если не противоречит, то как-то очень по-новому дополняет. В первом случае я сказала, что это молодой человек, а здесь уже образ, например, начальника выпадает. Это может быть ваш молодой начальник. И здесь уже мы видим, ну, некоторую его властность, некоторое его, ну, скажем, властное влияние на вашу жизнь. Король мечей говорит, что вы, возможно, в зависимом положении находитесь от этого человека. И зависимость может быть как официальная, ну, действительно, это ваш начальник непосредственный, какой-то старший товарищ, гуру. Вот. Так и может быть зависимость какая-то эмоциональная или ментальная. То есть это человек, который буквально влияет на ваши мозги, как-то впивается в ваше мышление. Король мечей также может описывать его вот такую вот немножко спорную или конфликтную позицию по отношению к вам или к вашим отношениям. То есть и сны у него такие, сны воинственные. То есть, понимаете, сны, ведь сновидения тоже могут быть очень разные по природе и по структуре. Он может видеть просто, ну, такие, знаете, романтические сны, как вы на фоне какого-то райского пейзажа на лодочке вместе катаетесь, да, вот это один. А тут похоже, что в снах он волнуется и переживает, спорит с вами, может быть, потому что не может вас покорить или не может до вас дотянуться, а может быть, в силу своего вот именно общественного положения, из-за внешних обстоятельств не может, ну, мирными средствами с вами сосуществовать или как-то выразить вам свои чувства. То есть вот эта карта «Король мечей» немножко этого героя вам противопоставляет по эмоциям. Вот. И, скорее всего, во сне он с вами спорит, что-то вам доказывает или пытается вас себе подчинить. Ну, в любом смысле. Пытается вас в чем-то убедить. Следующая карта здесь. Десятка пентаклей. Денежная и семейная карта. Напрашивается ряд выводов. Во-первых, вы с этим человеком можете быть связаны именно деньгами. То есть вы знакомы
по какому-то денежному месту, по работе, например. Это место, где вы зарабатываете или он зарабатывает. Этот человек может иметь отношение к вашим денежным историям, к вашим денежным заработкам, к вашим денежным, к вашему денежному статусу, скорее, к вашим заработкам, да. Тут снова подходит, наверное, фигура начальника, потому что он же распоряжается тем, какую премию вам выписать или не выписывать ее вообще. Кроме того, десятка пентаклей – это коллективная карта. Поэтому у вас есть общие знакомые, вас объединяет какой-то общий коллектив. Например, вы коллеги на работе, или вы партнеры по бизнесу, или вы, может быть, вместе состоите в какой-то общественной, политической, благотворительной или творческой организации. То есть у вас есть какое-то совпадение коллективных интересов. Вот. И в ваших общих интересах, например, сообща действовать где-то, совершать какую-то работу. Или вы ищете с этим человеком общего коллективного успеха. Ну, естественно, десятка пентаклей – карта семейная, поэтому она может описывать и какого-то родственника, не близкого, естественно. То есть это может быть какой-то ваш некровный родственник, а, например, там двоюродный брат жены вашего четвероюродного дяди. Вот, но все равно семья, это вы получаете членами одной семьи, хоть и не имеете друг к другу никакого кровного отношения, но вполне возможно, что это так. А еще десятка пентаклей – это карта дома. То есть вы с этим человеком, возможно, живете в одном доме, или жили, или находитесь в одном здании работаете, или бизнес у вас в одном здании. Это может быть ваш сосед, а может быть ваш сосед по какому-то номеру в отеле, когда вы были на курорте, например, в Турции в прошлом году. Вы жили вот в одном курортном комплексе, в одном здании, в одном отеле. То есть здесь есть, понимаете, какая-то общность, коллектив, люди. Вот был коллектив людей, отдыхающих, которые одновременно попали там по путевке в один отель в каком-нибудь Мармарисе. Вот. И это то, что вас объединяет. Это люди, там, вечерний ресторан, где вы вместе сидели. Ну, что ж, пока карты очень понятные и выразительные. Вот такому человеку вы снитесь. Кто-то приходит в ваше сознание. Вы уже догадались, о ком может идти речь? Но мы продолжаем. Портрет героя или, может быть, поводы для сна. Кстати, вот обратите внимание, что пока вам не выпало ни одной строго романтической карты, да, и у меня еще не было повода говорить, что, самое банальное, что мы, наверное, здесь ждем, вы снитесь этому человеку, потому что вот он в вас влюблен. И сны вот такие вот простые, романтические, то есть ваш образ где-то запечатлелся, он влюбился. Здесь очень спорная позиция. Есть страсть. Понятно, что очень много внимания приковано у этого человека к вам, к вашей персоне, не только во сне, скорее всего, и наяву. Вот он много о вас думает, особенно если вас часто видит, а это может быть, да, если это ваш сосед. Вот, мы хотим романтики, наверное, жаждем, да? Будет ли она? Пока что нет. Пятерка пентаклей вам выпадает. Это карта нуждаемости. Она хорошая здесь, наверное. Вот если смотреть на перспективу, эта карта хорошая, потому что она говорит о доверии. Долго ли, коротко ли вы знакомы с этим человеком, но вы вызываете у него доверие по разным причинам. Может быть, он в вас очень нуждается, ощущает в вас родственную душу. Тогда он вас и видит во сне, потому что хочет вам пожаловаться или доверить какую-то свою тайну. Он считает вас хорошим человеком в буквальном смысле. Вы знаете,
Но вот насколько это... Сейчас я опять могу запутаться в лирических отступлениях, но насколько это хорошо, когда мужчина считает вас личностью, считает вас порядочным, добрым человеком. Ну, вроде бы звучит это хорошо. На самом деле, и вот по своему опыту, даже личному, жизненному, я могу сказать, что это часто мешает, как это ни странно, понимаете, да? Здесь сценарии могут быть очень разные. От того момента, когда вы становитесь своим парнем, до того момента, когда вы становитесь иконой для мужчины, понимаете? А с иконами, как известно, на свидание не ходят. И икону даже замуж редко зовут. Ну, может быть, это тема для... поговорить нам в какой-то моей программе из категории, из незаслуженно забытой рубрики на вопросы и ответы. Знаете, что есть такая? Вот. Пятерка пентаклей. То есть это человек, который нуждается в вашей помощи, или, может быть, вы ему уже помогали, или он помогал вам. То есть это человек, который может сослужить вам какую-то хорошую службу, может послужить вам костылем в каких-то ситуациях, может быть, даже помог или помогает вам деньгами, или потенциально может помогать материальным, вот, вам или вашей семье. Снова карта, ну, в общем, хорошая, но не романтическая. Считается пятерка пентаклей очень плохой картой для денег, потому что она описывает денежный дефицит разного рода, но очень хорошая для любви. Это для любви многообещающая карта, понимаете? Потому что это супер доверие. То есть вы снитесь человеку, который, ну, как-то потенциально готов бесконечно вам доверять, который с вами в разведку пойдет. Вот, представляете? То есть это некое признание вашего личностного статуса. Это значит, что вы еще... Вы себя уже очень хорошо зарекомендовали как личность в его глазах. Ну или еще не успели его разочаровать с этой точки зрения. Ну и, наверное, давайте посмотрим, куда эти сны ведут, то есть насколько, какие шансы, какие возможности к тому, что вы узнаете, например, что этот человек признается, вы узнаете, что вы ему снитесь, и к чему эта история вообще может привести. Такая вот карта. А следующая будет. Угу. Император, ну, властный человек, опять-таки, вы знаете, ну, снова отсылка к какому-то начальнику. То есть явно очень непростой человек, очень непростой портрет перед нами. То есть это не такой вот парнишка соседский, мальчишка из соседнего двора. Это человек, который может помочь, который может покровительствовать вам, как-то продвинуть вас в карьере. Или может в скором будущем оказаться самым главным, важным, самым лучшим мужчиной в вашей жизни. Карта император многообещающая, потому что император смелый. И вы можете рассчитывать, что, ну, может быть, в чувствах он не так скоро признается вам этот человек, но он вам поможет, он составит вам какую-то поддержку в ваших социальных, профессиональных или же карьерных делах. Однако совет карт общий для вас. Все-таки обратите внимание на этого человека. Он важный, он полезный. Мы не можем сказать пока, будет ли между вами реальная романтическая история, потому что и сны-то пока у него не такие уж романтические. Сны скорее беспокойные, в которых он сам ищет выход, не зная, что делать. Но польза будет от этого человека. А это иногда, в наши сложные времена, это даже важнее, да, чем романтика. Для первого варианта забыла, но для второго варианта я хочу вытащить одну карту из вот этой вот колоды цыганский. Как это переводится? Джипси Вич, типа цыганская ведьма, ну что такое, цыганские гадания, да? Такая вот рубашка. Одну карту достану.
И прочитаю здесь значение карты, вот они подписаны. Я попробую прочитать, что, ну, если смогу перевести, конечно. Может быть, вам будет это даже проще сделать. Карта совета или напутствия для вас в этой ситуации. Если, конечно, вас впечатлило это гадание. Ну, такая карта вам выпадает. Здесь нарисован якорь. Ну, назовем ее якорь. Кстати, бубновая пятерка – это та же самая пятерка пентаклей, вы понимаете, да? Это пятерка пентаклей, которая здесь уже была. Еще раз обратите внимание, человек доверяющий или вызывающий доверие, или которому вы должны доверять, человек надежный, человек полезный для вас, и человек, который, ну, по-настоящему глубоко может быть вам близок. И здесь карты поясняют, что действительно, возможно, в этой истории очень прямая связь между делами, работой и любовью, и романтическими чувствами. Ну все, дальше я не понимаю. Дальше здесь перечисляются сочетания с другими картами колоды. Но смысл общий вот такой вот. Вот такой, да. То есть доверие, надежность, полезность контактов, обещания. Этот человек, который может очень-очень ответственно к вам относиться. И теперь гадание для третьего варианта. А я напоминаю, что гадание мое называется «Кому вы снитесь?», и мы вместе с картами выясняем, кому вы снитесь. Буквально мы ждем, что карты опишут портрет человека, которого вы буквально преследуете в сновидениях, чтобы вам было легче догадаться. Я не знаю, есть ли какой-то практический смысл, какая-то практическая польза для вас вот в том, чтобы это знать, кому вы снитесь. Ну, мне кажется, это любопытно, мне кажется, интересно. А может быть, эта история имеет и какое-то продолжение, потому что карта откроет вам глаза на интерес какого-то человека. Вы сможете его тоже заметить, понять и простить. Это может быть новый человек, тот, кто рядом, или тот, кто далеко. Может быть, кто-то из ваших бывших. Ну, бывшим понятно, что вы все снитесь, потому что такие вещи даром не проходят. Все это откладывается в сознании, в подсознании, как мужчин, так и женщин. Бывшие все друг другу снятся, так или иначе. Кстати, вот эти вот сны с участием бывших ваших мужей и женихов следует анализировать по правилам искусства, по законам сонников разных, с точки зрения символов. Вот это полезно, потому что вы, расшифровывая символы в таких снах, вы, например, можете узнать, почему вы расстались, почему вас кто-то бросил, почему вы кого-то бросили, какая черная кошка между вами пробежала. Вот на такие сны стоит обращать внимание, потому что это дает пищу для размышлений, это как-то расширяет ваш опыт, позволяет делать много-много выводов. Но мы часто символы в снах игнорируем. Кстати, это отдельная тема для нашего разговора в какой-нибудь программе «Вопросы и ответы». Мы должны поговорить про сны, про символы в снах. Первая карта для третьего варианта. Мы спрашиваем, кому вы снитесь? Вот именно вы. Именно сегодня вы кому приснились? Кому вы не давали спокойно спать? Туз жезлов. Ну что ж, крупная карта, хорошая. Туз жезлов. Это энергия в чистом виде. Это вектор такой энергетический. И туз жезлов считается самой главной картой. Чего? Мужской силы в колоде Таро. Мужская сила. Поэтому туз жезлов рисует нашему воображению, нашему глазу портрет сильного,
максимально энергичного, активного мужчины. Причем здесь имеется в виду активность именно мужская. Знаете, это такая мужественность, маскулинность, которую за километр видно. Деятельный, активный человек с явно мужественной такой вот внешностью, порывистый в движениях, который очень громко разговаривает, наводит много шума. Это человек, которого невозможно не заметить. Возможно, активный именно, ну извините, в таком вот как бы мужском смысле, то есть обращает внимание на многих женщин или производит впечатление на многих женщин, часто ищет приключений любовных, романтических, то есть такая душа очень жаждущая, страждущая. Это страстный человек, который обжигает глазом, обжигает словом, который, вы знаете, мимо проходит и прямо, ах, такая волна, как из духовки, волна жара обдает волной какой-то такой вот жаркой. Кого-то он вам напоминает. Естественно, это жезлы, поэтому есть привязка к масти. Это может быть мужчина огненной масти. Овен, мужчина лев или стрелец. Кстати, ну, что греха таить, да? По статистике мы влюбляемся в основном именно в огненных мужчин, потому что они самые яркие внешне, у них самые горящие глаза, у них самый звонкий низкий голос, то есть то, что вот производит впечатление на женщин, я имею в виду именно уши, да, ведь говорят же, что женщины любят ушами, но это стопроцентная правда. Мужчины любят глазами, а женщины любят ушами. И самое впечатление такое на нас производят мужчины, у которых голос одновременно низкий и звонкий в то же время, да? Глухие голоса в основном неприятны для нас или незаметны, равно как и мало любительниц высоких мужских голосов. Хотя не знаю, мне вот, например, нравится более в тенор, когда голос уходит, да? В виск, когда истерика. Вот, поэтому, кстати, вот обратите внимание, если вы смотрите фильмы голливудские на языке оригинала, актеры голливудские, ведь помимо внешности такой космической, имеют вот именно такие голоса. Мужчины-актеры, у них вот именно такие низкие и при этом очень звонкие голоса. Да, там отбирают, видите ли, по таким критериям. Ну вот такой вот портрет. Кроме того, ситуативно, туз жезлов описывает некий проект. То есть это человек, с которым вы знакомы или как-то пересекаетесь или пересеклись в связи с проектом. То есть у вас проектные отношения. Это может быть разовое свидание, разовый какой-то контакт. Ваш партнер по бизнесу, например, с которым вы виделись только один раз, вот когда подписывали какую-то сделку, подписывали какой-то договор. Вот. Но это было такое яркое событие с любой стороны, с любой точки зрения, даже для вашего бизнеса, для вашей работы яркое событие. Это была незабываемая встреча во всех смыслах. То есть это был прям эпизод, неожиданная встреча где-то на дороге, даже на дороге пускай, в связи с чем-то. Но это очень энергетически насыщенный эпизод. Явно здесь нет речи про какую-то вялотекущую историю. То есть мы не можем сказать, что вы привычно снитесь этому герою. Нет, непривычно. Это внезапно случилось. Вы поразили его, как молния, выскочили в его жизни перед ним где-то на каком-то перекрестке из-за какого-то поворота. Вот, поразили его до глубины души. То есть пока вот такое слово, такой термин. Это очень ярко. Но понятно, что сны его тоже очень яркие, страстные сны. Позиция его по отношению к вам страстная. Но продолжаем. Кому вы снитесь? Гадание так называется. Четверка кубков. Вот идет прямо строго вразрез с первой картой. Четверка кубков, конечно, наоборот, карта очень-очень пассивная,
инертная, и она обозначает отрицание или отвержение каких-то возможностей. То есть здесь мы видим героя, в котором не так уж гармонично, но все-таки сочетаются, с одной стороны, страстные впечатления о вас, и эти страстные сны, и внешне очень пассивная позиция. Он почему-то не хочет это видеть и не хочет признавать свой интерес к вам. Может быть, не видит возможностей, вариантов, не видит перспектив или не ощущает своей свободы, не ощущает своих прав на то, чтобы признаться в чувствах или на то, чтобы как-то выводить эту историю своих сновидений на реальный уровень. Четверка кубков может здесь описывать и вашу пассивность, и вашу равнодушие. Тогда получается, что по мнению нашего героя, его страсть, его такой очень активный огненный интерес к вам совершенно не сочетается с вашим равнодушием. То есть он видит вас такой равнодушной, недоступной, спокойной девушкой, которой дела нет абсолютно до его притязаний. То есть он-то на вас страстно смотрит, но видит совершенно пустоту, максимум сочувствия, минимум отвращения в ваших глазах. То есть мы видим здесь явный какой-то диссонанс между двумя картами. Но если, опять же, если мы это все списываем на него, то может быть, это и у него гороскоп, а может быть, это человек такой, побитый жизнью, что называется. Человек, который может привычно чувствовать большую страсть, большой интерес, большое желание к женщине, но у него есть негативный опыт, и он для себя говорит, видите, как наш герой здесь ручки на груди так складывает и говорит: все равно ничего не буду делать, все равно не получится, потому что с первой, второй, третьей, четвертой не получилось, и с этой не получится. То есть, ладно. Но, с другой стороны, видите, здесь в этой паре карт сходится активный огонь с очень пассивной водой. И такие гороскопы у людей бывают. И я их часто вижу. Это понятно, почему я именно такие гороскопы часто вижу, потому что ко мне обращаются за гаданиями про проблемных людей, с людьми понятными, гармоничными, гармонично складываются отношения, там и гадать не надо, вопросов нет. А я вижу такие гороскопы, и про таких людей спрашивают. Они бывают очень непоследовательны. То есть портрет нашего героя именно такой непоследовательный. И вам он транслирует именно, показывает такое поведение. Портрет у него такой. То есть он на вас, например, временами страстно смотрит, прям обжигает взглядом, может быть, даже что-то очень выразительное говорит. То есть есть какой-то активный страстный посыл в вашу сторону. А в другое время, буквально на следующий день или в тот же, но после обеда, он уже смотрит в пол, проходит мимо вас совершенно спокойно, равнодушно, даже на ваши письма или сообщения не реагирует или даже не отвечает. Смотрите, вчера написал, что он жить без вас не может, а сегодня игнорирует ваши сообщения, ваши письма. Это, кстати, знаете, такое поведение очень характерно для людей, у которых в гороскопе соседствуют планеты, ряд планет в знаке Овна и рядом соседние планеты в знаке Рыбы. Это люди, которые часто родились как раз на куспиде первого дома, в конце марта, в переходный момент из Рыб в Овна. У них так, просто статистически часто вода сходится с огнем. И они очень плохо, конечно, поддаются анализу, и очень сложно предсказать их поведение. Вообще во всем, и в любви особенно. Возможно, ваш герой, он именно такой. То есть как-то в одном человеке здесь сходятся стихии проза, лед и пламень, вода и камень. Понимаете, все как классика описал. Тоже выразительный портрет, по-моему, хотя и не было фигурной карты. Может, еще будет. У нас впереди есть карты другие. Угу.
Маг, старший аркан вам выпадает. Вообще-то это человек, который очень многое может. Просто в этой жизни многое может. Он наделен возможностями, ресурсами и правами. Кто такой маг? Маг – это волшебник в своей жизни и в жизни других. Такой фей в человеческом обличье. Поэтому маг – это может быть социальная характеристика человека, то есть тот, кто вершит судьбы вершит. Это не обязательно, кстати, какая-то начальственная или ресурсная позиция. Нельзя сказать, что этот человек там командует предприятием на 3000 человек. Не обязательно. Здесь может быть магия обаяния, здесь может быть просто влиятельность какая-то ментальная или эмоциональная. Вполне возможно, что это указание даже на профессию, потому что любая карта Таро и любая, тем более карта старших арканов, имеет отношение к профессии или какому-то творческому призванию человека. Может быть, он работает как раз колдуном или экстрасенсом, или он остеопат. Врач, кстати, может быть магом вполне себе, или учитель, потому что влияние и тех, и других очень большое. Священник, какой-то миссионер, просто тренер, который проводил у вас там тренинги личностного роста, или просто испанскому вас учат. Вот. И кроме того, этот человек может быть магически влиятельный, такой магически обаятельный и сильный именно по отношению к вам. То есть в его руках начать любовную историю с вами или продолжить. Он не стесняется, он не чувствует себя слабеньким или обделенным. В его силах очень-очень многое. Вот. Другое дело, что когда он включится в этот процесс, когда он эту свою силу, когда он эту свою волшебную палочку задействует, кстати, волшебная палочка в руке у мага, и туз жезлов – это снова волшебная палочка. Поэтому, так скажу, для третьего варианта вы снитесь какому-то волшебнику. Представляете? Мне кажется, все люди, да? Всех людей можно разделить, и по этому критерию тоже. Есть маглы, а есть волшебники. Вот явно ваши из категории волшебников. Но посмотрите, как маг одет. Всегда в любой колоде маг будет как-то отлично от обычного одет. Он внешне выглядит иначе, нежели мы с вами, чем обычные люди. Хотя я тоже достаточно необычно сегодня выгляжу. Но я и тоже функции волшебника для вас исполняю, ведь, да, отчасти. Внешность может быть очень необычная. У мага, мы же мага не предполагаем с каким-то среднестатистическим портретом. Маг он особенный, он может быть очень красивый или наоборот какой-то отталкивающий, страшный, что-то в нем, но он маг, видно, что он не такой, как все. Да, имидж какой-то особенный образ этот человек транслирует миру. Может быть, любит такие красненькие мантии и одеяния. А может быть, одевается совсем привычно в джинсы и толстовку, но, например, имеет на закрытых и открытых местах татуировки с магическими символами. Подумайте об этом. То есть это необычный, совершенно необычный персонаж перед нами. Просто необычный, противоречивый, холодный, горячий одновременно, влиятельный и отстраненный одновременно, некий Воланд, знаете. Дальше. Еще. Четверка жезлов тоже какую-то отсылку к магии дает. Это карта праздника, везения, волшебства. Опять скажу, человек необычный, человек, которому везет по жизни или недавно, неожиданно повезло. Это человек, который проживает, возможно, по вашему мнению, даже незаслуженно праздничную жизнь. Например, не ходит на работу и ничего не делает, но при этом очень хорошо живет, волшебно хорошо живет. А еще четверка жезлов – это карта дорог, веселые дороги. То есть, видите, перед нами страстный,
маг, который, например, много путешествует. Непонятно, неизвестно на что. По 4 жезлов на человека может свалиться, например, какое-то наследство или выигрыш в лотерею. То есть у этого человека красивая жизнь. Это тоже штрихи к портрету. Ну, что мы считаем красивой жизнью? У нас с вами могут принципиально мнения на эту тему расходиться, да, но красивая жизнь, то, что вы можете назвать красивой жизнью. Он, может быть, ездит на какой-то красивой машине, которой ни у кого нет в вашем городе. Кабриолет, ягуар кабриолет. Или, может быть, он, ну да, сыпет вот так вот из рукава, как царевна-лебедь, деньги направо и налево, прожигает жизнь такой. Плейбой, например. Обаятельный, пугающий, обаятельный плейбой, например. Но это интересный образ, какой-то завидный, мне кажется. И я хочу сюда достать еще одну карту. Есть ли какое-то продолжение у этой истории? Если, например, это новый человек для вас, ну, неизвестный, мы спросим, узнаете ли вы, что ему снитесь? То есть получится ли что-то в реальную жизнь как-то это выйдет или нет, на поверхность. Может быть, это кто-то из ваших бывших? Ну, тогда ответ карты будет на тему, вернется ли он. Может быть, карта описывает человека, с которым вы сейчас встречаетесь. Ну, это логично, если вы встречаетесь, то вы ему и снитесь. Какое будет тогда продолжение вашей истории? Вы задавайте свой вопрос, любой, какой вас беспокоит. Ой, почему-то сразу напрашивается, ну как почему-то, напрашивается слово «нет», 10 мечей. Это, конечно, карта очень кризисная, карта, которая скорее прекращает что-то. И она либо говорит «нет, нет, нет, нет», ни в коем случае. То есть интерес и сны этого человека останутся при нем, потому что невозможно, чтобы между вами что-то началось или продолжилось. Просто невозможно, ну, потому что судьба этого не хочет. На нет и спроса нет. 10 мечей именно так отвечает на многие очень вопросы в гаданиях. На нет и спроса нет. То есть нет и все, и развернулись и идите. Даже не надо узнавать какие-то детали. Вот. Но и совершенно альтернативный ответ карта может давать. 10 мечей иногда описывает некий очень кризисный, очень болезненный конец черной полосы. И в таком случае она говорит, что да, между вами и этим человеком очень многое возможно. Возможно все, но в силу как раз его такого статуса, потому что он такой необычный, потому что он такой волшебник, между вами возможно вот прям все. Но плавно, гладко эта история не восстановится и не родится. Сначала последует набор каких-то, может быть, даже драматических внешних обстоятельств. Что-то поменяется даже на планетарном уровне в его жизни или вашей общей совместной. И тогда вашим отношениям уже суждено будет выйти на новый уровень. Стоит ли этого ждать, или стоит ли это торопить, или как-то этому помогать, не знаю. 10 мечей – это все-таки очень фатальная карта. Очень мало человеческого, ну или такого женского вмешательства она предполагает. Она говорит, что чему быть, того не миновать. Ну, снитесь вы сейчас этому человеку. Может быть, это лестно, но как-то влиять на ситуацию, что тем более на него влиять, пытаться не надо. Это не тот человек, на которого вообще как-то можно повлиять. Тут даже, наверное, ангелы-хранители и даже высшие силы не могут его ни в чем убедить, ну, куда уж вам. Вот. Но для части аудитории 10 мечей все-таки какую-то правду, какие-то откровения в этой истории предполагает. Спасибо.